Приветствую всех на канале. А что, если я вам скажу, что ваши 12 желаний могут исполниться? И сегодня я спешу с вами поделиться ритуалом исполнения 12 заветных желаний. И обращаю ваше внимание, что это стопроцентный способ, который работает. Да, кстати, к желаниям нужно относиться осторожно, ведь неаккуратно загаданное желание, даже если оно хорошее, может выйти вам боком. Например, желание «хочу весить на 10 килограммов меньше» может обернуться для вас тем, что вы заболеете и похудеете на 10 килограмм во время болезни. А что? Похудели же на 10 килограмм. Хотели, вот вам и результат. Поэтому, чтобы избежать вот таких непонятных ситуаций, обязательно досмотрите это видео до конца. Я расскажу, как правильно сформулировать желание и какую фразу нужно писать в конце каждого своего желания, для того, чтобы не было вот таких примеров, о которых я рассказала немного выше. Для того, чтобы ритуал сработал, давайте изначально будем реалистами. Не стоит загадывать желания, которые в априори не могут сбыться в течение года. Например, вы хотите стать кандидатом в мастера спорта, а сами даже не приступали к тренировкам. Согласитесь, что это просто нереально. Писать нужно свое желание обязательно от руки. Нельзя набирать текст на клавиатуре и потом распечатывать. Нужно именно собственноручное написание. Загадывать нужно только для себя. У нас у всех есть любимые люди, которым мы тоже, как и себе, хотим пожелать много всего хорошего. И здоровья, и денег, и успехов в учебе или работе. Но, увы, волшебство работает только, если загадать для себя. Нельзя писать «хочу, чтобы сын поступил в университет» или «хочу, чтобы муж получил новую работу». Загадываем только на те вещи, которые касаются нас самих. Нельзя загадывать желания и такие вещи, которые вызывают у вас страх, отторжение и недоверие, чем азарт, радость и интерес. Сейчас объясню, в чем суть дела. Если, например, я вас спрошу, хотите ли вы $1 000 000? Большинство из вас ответит «да, конечно». Хотя на самом деле большинство людей даже и не представляет на данный момент, на что можно эту сумму потратить. Ее получение вызовет скорее беспокойство и страх. Куда его девать? Куда вложить, как потратить и так далее. То есть на данный момент денежная емкость человека такова, что просто не сможет переварить такую большую сумму. Поэтому заказывайте комфортные для своей психики вещи. Если речь идет о доходе, который, например, у вас не увеличивался уже несколько лет, не нужно загадывать его увеличение в 10 раз. Закажите увеличение в 1,5-2 раза. Эти положительные изменения, которые вы сможете перенести комфортно, загадывать как можно более конкретно. Чем больше характеристик вы распишете, тем лучше. Попробуйте хорошенько помечтать и заказать у Вселенной цвет, размер, запах, необходимые функции предмета, количественное выражение денег и так далее. Например, так. Хочу прибавку к доходу в 50 000 рублей ежемесячно. Хочу новую шубу бежевого цвета, размера М и так далее. Наконец-таки приступаем к ритуалу. За несколько часов до Нового года сядьте в укромном месте, чтобы вас никто не отвлекал. Ни близкие, ни животные. Отключите мобильные телефоны. Теперь возьмите красивый листик бумаги и приятную вашему глазу ручку. Желательно, конечно, с зеленым стержнем. Если, конечно, ничего нет такого красивого, можно обойтись и обычным, но все-таки красота расширяет наш кругозор и воображение, а соответственно настраивает на позитивный лад и энергию.
Теперь запишите на листочке в строчку ровно 12 желаний. На каждое желание одна или несколько строчек. Каждое желание начинайте с красной строки. Как только вы закончили, нужно разрезать лист бумаги на тонкие полоски, чтобы на каждой полоске было одно желание. Затем полоски нужно скрутить в рулетики. Получится 12 бумажных рулетиков. Эти бумажные штучки положите в маленький плоский конвертик. Можно взять новогоднюю упаковочную бумагу, сделать квадратный маленький сверток. Например, сверните бумажку, положите внутрь рулетики и скрепите в несколько сторон степлером. Маленький и красивый конвертик нужен потому, что его потом нужно носить с собой в течение года. Поэтому желательно его делать плоским, а запаковывать нужно очень крепко, чтобы ни одно желание не вывалилось. Теперь положите конвертик под подушку, на которой собираетесь сегодня спать. Главное, чтобы конверт оказался под подушкой до наступления Нового года. И, кстати, этот ритуал можно проводить не только на Старый Новый год, но и на обычный. Все. Теперь можно идти готовить праздничный ужин. Утром достаньте конвертик с желаниями и положите его в кошелек, портмоне, портфель или визитницу, чтобы он всегда был при вас. А в канун следующего Нового года конвертик нужно открыть и посмотреть, что исполнилось, а что нет. Если все сделано верно, обычно исполняется около 70% ваших желаний. Как же правильно сформулировать желание, чтобы обезопасить себя от различных штук Вселенной, чтобы они исполнялись именно так, как вы себе и предполагаете, а не так, как будет удобнее и проще Вселенной. Для этого вам нужно на каждом листочке после каждого желания написать такую фразу «наилучшим образом для меня». Например, «Я хочу похудеть на 10 килограмм. Наилучшим образом для меня». И обязательно записывайте желание в настоящем времени, как будто это желание уже у вас исполнилось. Главное дать Вселенной запрос на их исполнение. Вот и все, друзья. Поделитесь обязательно этим видео со своими друзьями, родными и близкими. Возможно, им эта информация покажется тоже актуальной, и они захотят провести в канун Нового или Старого Нового года этот ритуал. И пусть мечты сбываются. С вас подписка, лайк и комментарий. С вами была Елена Макаренко. Пока-пока.